Посмотрите на это чудо. Ла-ла-ла, та-да-да-да-да-да-да. Посмотрите, какой чудесный хлеб. Я родилась и выросла в Тбилиси, поэтому шут и спори я прекрасно знаю. Это был мой любимый с детства хлеб. И теперь я сама пеку этот хлеб на своей кухне. Вы тоже попробуйте, у вас обязательно получится. Хотите приготовить самое лучшее тесто? Вот вам первый совет. Муку обязательно просеивайте. Я буду замешивать тесто из 500 грамм муки. Простейший рецепт. Добавляем к этой муке чайную ложку сухих дрожжей, чайную ложку сахара и чайную ложку соли. Перемешаем ложкой или рукой, как вам удобнее. И осталось добавить воду и замесить тесто. Как вы видите, очень и очень просто. Здесь у меня было 350 мл воды. На 500 грамм муки обычно уходит 300-350 мл воды, в зависимости от вашей муки, сколько она впитает в себя. Как вы видите, я не все добавила. Теперь я перемешаю вот это все. И если я увижу, что недостаточно воды было, то затем добавлю. Знаете, когда я делаю для себя, я никогда не отмеряю воду, потому что уже вот с опытом вы будете чувствовать, сколько воды нужно вашему тесту. Поэтому готовьте, экспериментируйте, и со временем вы станете профессионалом. Вы не будете отмерять ни муку, сколько грамм, ни воды, потому что все это вы сможете сделать на глаз. Посмотрите, сколько еще муки. То есть этой воды, что я добавила, абсолютно недостаточно. Скорее всего, нам понадобится вся вот эта вода. И еще хочу вам посоветовать, если вы добавили воду и вы видите, что тесто получается жидковатое, тоже не проблема, добавьте дополнительно муку. То есть все это очень легко можно разрешить. Посмотрите, тесто готово, нету нигде никакой муки оставшейся, то есть 350 мл на вот эту муку было как раз то, что надо. И теперь напоследок добавляем сюда растительное масло. И растительное масло придаст этому тесту чудесный вид. Я наливаю себе в ладошку вот столько растительного масла. Я отмерила для вас, это примерно 15 мл, то есть столовая ложка растительного масла. Но обычно я использую 2 ладошки, то есть 2 столовые ложки на вот это количество муки должно быть достаточно. Добавили растительное масло и хорошенько вот так перемешиваем. Запомните, что дрожжевое тесто любит, когда с ним долго работают. Минут 5 лишних поработайте с тестом, и за это вы получите чудеснейший результат. И вот растительным маслом вот так почистите края. Вот я добавлю еще вот так неполную ладошку, и это должно быть достаточно. Постарайтесь придать хороший вид вашему тесту. Почистите вот эти все края. Посмотрите, какое чудесное тесто получилось. Теперь нужно накрыть это тесто пленкой. Ждем, пока тесто увеличится в размере в 2 раза примерно. Сколько придется ждать, зависит от температуры на вашей кухне. Если вы торопитесь, накройте тепло одеялом, и оно поднимется быстрее. Итак, ждем. Посмотрите на тесто. Посмотрите, как оно чудесно, прекрасно поднялось. Обычно из этого теста я пеку 3 хлеба. Конечно же, можно на глаз разделить на 3 равные части, но я пользуюсь вот такими чудесными весами.
я разделила на 3 комочка, каждый примерно по 300 грамм. Теперь смотрите, обязательно нам понадобится дополнительно мука. Берете каждый комочек и вот так вот формируете шарик. Посмотрите, какое мягкое, какое чудесное тесто. Вот сформировали, и все. Теперь откладываем. И то же самое вот с этими 2 комочками. Вот и второй комочек готов. И теперь последний. Обязательно обмакивайте руки в муке, и будет намного легче работать с тестом. Вот так, все, 3 комочка готовы. Теперь накрываем чистым кухонным полотенцем и оставляем еще минут на 20-30, чтобы тесто еще отдохнуло перед выпечкой. Прошло около 30 минут. Посмотрите, тесто наше расстоялось и готово к выпечке. Теперь я вас научу, как очень легко сформировать этот чудесный грузинский хлеб шотиспори. Возьмите бумагу для выпекания. Я обычно кладу вот эту бумагу на большую деревянную доску. Но это не важно, куда вы положите. Теперь берем 1 комочек теста. Посмотрите, какой он чудесный, какой хороший. Вот так взяли. Нужно вот так вот, посмотрите, вытянуть в стороны. Вот так вот вытянули. По диагонали вот так вот уложим это тесто. Вытягиваем в стороны. Вот здесь в серединке хлеб. Конечно же, формируйте хлеб в зависимости от размера вашей духовки. Вот эти 2 конца должны быть узенькие, маленькие. А вот здесь вот, видите, вот так вот мы растянули хлеб, тесто, и получается как лодочка. И что еще важно, в середине обязательно сделайте дырку. Вот, и шотиспори имеет всегда в середине вот такую дырочку. Выпекать этот хлеб нужно в духовке, разогретой до максимальной температуры. У меня это 250 градусов. И при этой температуре примерно 8-10 минут выпекается вот этот хлеб. И вот чудесный шотиспори готов. Посмотрите, как обычно в Грузии кушают шотиспори вместе с соленьями, с огурцами, помидорами и, конечно же, обязательно сыр. И еще в Грузии очень любят лук. Ау, еще он горячий, очень аппетитный. Аромат на кухне такой, что вот прямо невозможно не съесть все, вот все вот эти хлеба вместе за один раз. Приятного вам аппетита, готовьте и кушайте на здоровье. И, кстати, на нашем канале есть чудесные рецепты грузинских солений. Ссылка будет внизу в описании. Обязательно посмотрите и приготовьте чудесные рецепты. Как это вкусно и ароматно. Посмотрите.